начинаю свое путешествие в сторону Турции. Сейчас я нахожусь возле знаменитых двух столбов. Только что были такие неприятные тут дорожные полицейские. Вот такие подарки делает дорога. Ветер такой, что прямо рюкзак парусит. Но вода тут, конечно, очень условная. Скорее ее здесь нет, чем она есть. Конец марта – не повод сидеть дома. Я отправился в свое очередное путешествие в Турцию. Как всегда, автостопом. Ну, или почти автостопом. Я побывал в Румынии, Болгарии, в сердце Турции, Стамбуле и в ее столице Анкаре. Главной целью моего путешествия стала Каппадокия с ее необычайной красоты туфовыми долинами, пещерами, воздушными шарами. Я в очередной раз убедился, что несмотря на все барьеры, культурные, языковые, люди все равно стремятся к взаимопониманию и всегда готовы помочь. Доброе утро, салям алейкум. Я начинаю свое путешествие в сторону Турции. Сейчас я нахожусь возле знаменитых двух столбов, которые за моей спиной. Как у Ироницкого было от Геркулесовых столбов, у меня от Одессовых двух. Рени 270 мне в ту сторону. Только что были такие неприятные тут дорожные полицейские. Какое-то неприятное впечатление от них осталось. Но я думаю, сейчас это быстро все скомпенсируется. Иду искать точку, где можно стопить. Тут какой-то контрольный пункт. Я думаю, как-то мне его надо немножко пройти. Сложная тут немножко была развязка. Ну что, вот здесь, я думаю, можно и начинать. Сейчас у нас без 5:10. Здравствуйте, в сторону Рени еду автостопом. Я до палатки. Извините. Здравствуйте, в сторону... Рыбалку? А? На рыбалку? Не, я в сторону Рени еду автостопом. Я до маяка. Здравствуйте. Я собрався їхати. В сторону Рені їду автостопом. На Румунію. Я можу тільки до таможні тебе забрати. Ну так, якщо можна. Знімайте. Ага, зараз. Дністр. Це все в домиках, тут удобне одне, два. Тут такі домики, що там їх є ресторан, там є дівчатки. Всі працюють. Україна. Це виходить тут як
транзитом мы проезжаем. Ну вот, 49 километров я проехал с этим водителем. Он оказался баптистом. Послушал немножко с ним религиозных песен. Мне остается 246 километров до пограничного пункта Рени-Джерджелешты. Не сказать, что сильно жарко, как-то прохладненько. Ну, Измаил до аэродрома было. Ну да, если можно. Чуваки меня угостили кофе. Большое им спасибо. Сейчас еду на Измаил. Измаил. 3 часа дня. Очень неплохой результат. До пограничного пункта мне осталось 70 километров. Сейчас буду ехать до упора туда. Погодка отличная. Говорят, в Одессе сейчас стало облачно. Тут вообще прикольно. Тут как-то везде ремонт дороги. Надо вернуться к той кафешке. Анджелес. Лос-Анджелес. Попробовать поступить там. Немножко неохота идти. Несколько километров. Здесь, я думаю, я никому не буду мешать. Ни мне никто. Тут совсем тепло. Здравствуйте, в сторону Рени еду, на Румынию. Там, извиняюсь. Максимум до Ренийского поворота. Ну если можно туда, до поворота. Спасибо. Отлично, как раз до поворота на Рени. Он меня довез 5 километров. 6 даже. Чувак вообще не врубается в тему автостопа, но тем не менее, спасибо ему. Недалеко. Здесь за 2 километра от Некрасовки какой-то живописный водоем. Я, в принципе, ввиду практически отсутствующего трафика буду туда сейчас идти и попробую стопить. Ну что, вот этот боквел нам сюда. Пока я шел, машин уже 20 проехало, никто не остановился. Поэтому я не буду уже себя мучить, тем более в первый день я плохо спал, всего 4 часа. Так что сейчас встану и отдохну. Это уже вижу. Я это уже вижу впереди. Круто. Да, это было правильное решение. Да, отличный выбор. Вот такие подарки делает дорога. Сейчас посмотрим, куда нас выведет эта дорожка. Дороженька, выводи нас к хорошему месту для стоянки. Бах, 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 бах. Я снял рюкзак и ощущаю себя в невесомости. И пока еще не могу освоиться с координацией. Сейчас я попробую поискать какой-то спуск к воде. А стоять, наверное, надо вот на том плато. Мне кажется, здесь я где-то к воде не выйду. Может, там какой-то и есть выход, но я сейчас не буду его искать. Пойду-ка я назад и стану на каком-то таком видовом месте прикольном. Мне вода не особо принципиальна. И рисковать как-то тоже не хочется. Ну, крутяк. Крутяк. Доброе утро. Вот так это все выглядит в утреннем свете. Нормальный ветерок. Хотел сегодня встать в 6 и максимально использовать световой день, но проснулся я в 9, и при этом ощущение было, что я полдня проспал. Но зато я нормально восстановился, и у меня нет плана задолбаться.
Поэтому я все делаю в таком нормальном щадящем режиме. То есть, если здесь не кайфовать, то зачем тогда это все вообще нужно? Сейчас немножко я позавтракаю, какой-нибудь легкий завтрак. Не буду даже ничего греть, потому что, во-первых, ветер и будет задувать горелку, нужно ее постоянно защищать от ветра. И, во-вторых, людей не буду уже его рисовать. Вот. Ну и вперед дальше на Румынию. Осталось километров 60, а физически тут километров 14 до Румынии. А это река Ялпуг, точнее это река, которая потом становится озером. Ветер такой, что прямо рюкзак парусит. Я когда складывался, боялся, что вещи укатятся вниз в воде. Спасибо вот этим ребятам. Они довезли меня до Орловки. Сейчас я буду идти дальше в сторону Рени. Но спасибо, что забрали. Там было настолько ветрено, настолько неприятно. Просто не было никакого настроения там стоять. Парень говорит, я тоже ходил автостопом. Правда, он недалеко, до Болграда тут ходил. Вот, но спасибо им. Здесь уже, по крайней мере, нету ветра. И это все меняет. Я здесь кофе попил. Мне остается до Рени 26 километров. Плюс еще 7 километров до границы. Но я даже никаких не строю планов на сегодня. Как будет, так будет. Тут уже настоящая весна. Уже начинает все цвести. Да, уже все цветет. Итак, я в Рени. Зашел в аптеку. Взял себе кое-что из лекарств. В частности, взял гель для глаз, потому что глаза обветривает. Попробую такой лайфхак. Вот такой совсем маленький городишко. Здесь вот такой парк. Сейчас я хочу найти скамеечку и устроить маленький перекус. Кстати, когда заезжал в Рени, там на бетонной стене была надпись «Рени – город большой». И дальше я не прочитал, но я ехал в обратную сторону. И я думаю, вот или просто Рени – город большой, или большой чего-то. Не знаю, можно рифмовать. Рені – місто великого напису на стіні. 7 километров до границы. И говорят, там нет пешеходного перехода, нужно кому-то вписываться в машину. Сейчас выйду 2,5 километра за город на трассу, буду идти, стопить и идти. Вообще пустая. Машины ходят раз в 5 минут. Да, абрикоски цветут. Так, попробую показать. Мусора везде полно. И тут, не доходя километра, наверное, 2,5 или 3. И за 2,5 километра до пункта. Здесь я нашел какое-то место для ночевки. И вот сейчас думаю, не переночевать ли мне здесь и не пойти ли завтра с новыми силами на границу. Потому что если я перейду ее сейчас, то уже будет темно и непонятно, где ночевать.
Да, остается мне 1,9 километра до границы. В общем, вот такой Боквелл. И еще полкилометра до того места. Но вода тут, конечно, очень условная. Скорее ее здесь нет, чем она есть. Это вообще какое-то болото. Я бы здесь даже посуду не мыл. А я таки надеялся на воду. Ну ладно. Здесь уже начинается приключение, потому что нету пешеходного прохода. Офигеть просто. Эмоции у меня прямо зашкаливают. Не знаю почему. А это какие-то прикольные живописные руины. Так как ты и не скажешь, что за границей. Романиан Сабурбан Крипи. Этот сюжет называется. Ужас. Веселуха среди крепоты.